Почему могут не списать долги при банкротстве? Приветствую своих зрителей, новых и постоянных. Сегодня хочу затронуть одну непростую тему. Часто на консультациях я слышу вопрос: если банкротство такое замечательное решение, то почему его не используют повсеместно? Потому что далеко не каждый знает об этой возможности, а некоторые пребывают в плену мифов. А еще нужно помнить, банкротство не панацея и в ряде случаев невозможно. Об этом мы поговорим. Итак, я Екатерина Емельянова, финансовый эксперт федеральной компании «Не быть должником». Мы работаем с 2010 года и уже 14 лет помогаем списать долги гражданам по всей России. Могут ли не списать долги? Да, такое возможно. И я не скрываю правды. В ряде случаев банкротство не освободит от долгов. Все основания для этого указаны в законе. Поэтому прежде чем начинать процедуру, я прошу клиентов честно рассказать всю правду о ситуации. Так мы изберем правильную тактику поведения. Без этого возникнут проблемы. Например, есть долги, которые не списываются. Они четко перечислены в законе о банкротстве. Я оставлю в описании ссылку на документ. Несгораемые долги – это требования по выплате заработной платы, возмещение вреда, алименты и другие. В ряде случаев под эту категорию попадают долги, которые были не учтены во время процедуры. Я всегда говорю клиентам: берите лист бумаги и четко выписывайте все долги. Вне зависимости от суммы. Все. Займы, кредиты, кредитки, ЖКХ, налоги, штрафы. Все прямо до последней копейки указывайте. Почему такое возможно? Смотрите, закон работает так. Человек подает заявление о признании себя банкротом. Суд не будет моментально его рассматривать. На заседание и контроль уходит около года, иногда 8 месяцев. В итоге сам факт списания происходит только по окончании процедуры. Вот это нужно помнить. Поддержите меня лайком и комментарием. Подписывайтесь на канал и социальные сети. Ссылки в описании. Досмотрите видео до конца, в нем я разберу основные причины, по которым суд откажется списать долги. Если появятся вопросы, то оставляйте их в комментариях. Недобросовестное поведение должника. Банкротство доступно только добросовестным людям, которые волей случая оказались в сложной ситуации. В законе есть понятие «недобросовестный должник», и под него могут попадать разные люди. Случай первый. Клиент брал кредиты по поддельным документам или не сообщал банку всю правду о своем положении. Например, учитывал совместный доход с партнершей, но они уже давно не жили вместе. Или завышал доходы собственного ИП. Если суд установит обман, то долги списать не выйдет. Случай второй. Клиент умышленно не предоставлял финансовому управляющему документы или скрывал информацию. Он уклонялся от арбитражного суда. В итоге банкротство не прошло. Случай третий. Клиент скрывал информацию о доходах и имуществе. Кредитор это нашел и опротестовал процедуру. В итоге суд признает человека недобросовестным должником. Я могу сразу успокоить. Случаи оспаривания законности процедуры есть, но их не так много. Доверьтесь юристу и расскажите все, чтобы специалист нашел подходящий вариант решения проблемы. В том числе он поможет сохранить имущество. Ключевой момент. Чтобы суд признал человека недобросовестным, кредитор должен доказать факт нарушения. Просто заявление недостаточно. Суд попросит доказательства. Иногда кредиторы просто подают заявление. Оно будет принято, рассмотрено, но без доказательств не будет принято во внимание судьей. Какие случаи могут привести к отказу списания долгов? Предположим, должник взял у физического лица деньги взаймы. Сумма была существенной, и они оформили расписку. Но должник не внес ни одного платежа. Размер его долга был около 50 тысяч рублей. Должник не смог аргументированно объяснить суду, как он планировал возвращать эту сумму, так как его доходы не позволяли выплачивать даже половину ежемесячного платежа. Кредитор может активно искать и использовать любые доказательства. Например, показывать скриншоты с сайтов или социальных сетей, где человек предлагает свои услуги и отчитывается о доходах. Во время банкротства не запрещено работать. Вопрос только в том, учитываются ли доходы в конкурсной массе. Если человек официально называет себя безработным, но кредитор принесет доказательства его деятельности, возникнут вопросы. Другой пример. У клиента было два кредитора – МФО и физическое лицо. Во время банкротства он полностью закрывает долг в МФО, а вот физлицу ничего не платит. Официально клиент безработный. Естественно, к нему появятся вопросы. Может быть так. Суд спишет часть долга и отдельно оставит долг, который придется оплатить. Как такое возможно? Все то же самое. Кредитор доказал факт обмана, в том числе предоставление поддельных документов и преувеличение дохода.
Как избежать проблем? Получить детальную консультацию специалиста. Записывайтесь, консультация бесплатная. Ссылку дам в описании. Вместе разберем детали случившегося. Неочевидный случай недобросовестности должника. Я в своей работе исхожу из судебной практики. Да, в России непрецедентное право. Иными словами, суд не обязан рассматривать решения других судей. Но обычно специалисты изучают практику. Поэтому может случиться так, что вас признают недобросовестным должником на основании предыдущих решений. Например, должник уклоняется от оплаты кредита. Кредитор найдет доказательства, что у человека есть деньги. Например, он реализовал машину и получил 500 тысяч рублей. Кредит 100 тысяч рублей. То есть закрыть долг он мог, но не сделал этого. Такое поведение считается недобросовестным. Другой случай. Должник препятствовал реализации имущества. Сначала не приносил документы на машину в суд, потом не давал приставам вывести ее и всячески мешал сотрудникам органов. В итоге его признали недобросовестным должником. Еще случай. Должник перед банкротством набрал еще займов и кредиток про запас. Он знал, что платить не сможет, но решил ни в чем себе не отказывать. В итоге суд отказался списать именно эти долги. Правда, Верховный суд поставил точку в этом деле и распорядился пересмотреть его. В итоге долги простили и списали, но это разбирательство заняло солидное количество времени и потрепало нервы. Обращаю внимание зрителей. Описанные мной ситуации реальные и взятые из судебной практики. Я рассказываю их не с целью запугать кого-то. Я хочу только показать, банкротство – процедура сложная и требует грамотного юридического сопровождения. Не скрывайте информацию и рассказывайте все. Не стесняйтесь спрашивать и уточнять. Только так можно найти выход из любой ситуации. Важно, чтобы специалист сопровождал клиента на всех этапах банкротства. Только так можно добиться результатов. Как анализировать добросовестность? Юрист на консультации попросит ответить на ряд вопросов. Зачем был оформлен кредит? Какая работа была на момент выдачи денег? Официальная или неофициальная? Причина неуплаты. Важно понимать, какой была ситуация еще до момента подачи документов в суд. Только так юрист правильно оценит происходящее. В иных случаях суд не спишет долги из-за попытки обмана, и он будет в своем праве. Можете присылать свои вопросы на адрес электронной почты. Я разберу их в одном видео и дам актуальные рекомендации. Либо записывайтесь на консультацию. Любая информация останется между нами. Все примеры из практики я привожу только в обезличенном виде. Это гарантирует сохранность анонимности. Нажмите на колокольчик и получите оповещения о новых видеороликах на канале. Так вы не пропустите ничего важного и сможете узнать анонсы будущих выпусков. Кто считается добросовестным должником? Если исходить из моего опыта работы с банкротством, то плюсом будут выплаты по кредиту, пусть даже в течение полугода. Главное, что они есть. Человек считается добросовестным должником, если он потерял доход по независящим от него причинам. Например, его сократили или он тяжело заболел. Минусом будет попытка реализовать активы. Например, переписывание имущества на родственников считается обманом. Это сделает банкрота недобросовестным. Имущество будет возвращено в конкурсную массу. Некоторые юристы поступают неправильно и просто берут в работу всех без разбора. Уже в ходе суда клиенты сталкиваются с проблемами. В итоге ситуация становится еще хуже. Я так не поступаю со своими клиентами. На консультации мы детально разбираем все и определяем риски. Я сразу предупреждаю, что ни в коем случае нельзя делать. Будьте готовы работать с арбитражным управляющим. Не бойтесь, на ближайший год он ваш наставник и друг. Доверяйте ему и предоставляйте документы вовремя. Только так получится списать долги по закону. Если не уверены, что подходите под процедуру, то вот короткий чек-лист. У вас нет долгов из статьи 213.18 Закона о банкротстве. Есть готовность сотрудничать с арбитражным управляющим. Отсутствие желания скрывать имущество и деньги. Если все отмечено, то проблем не возникнет. Помните, что кредиторы заинтересованы в получении денег, и вы не сможете их обхитрить или обмануть. Любое заявление от них только продлит срок проведения процедуры. Не доводите до этого. Обращайтесь только к опытным специалистам. Избегайте сладких обещаний списать все под ноль и сохранить имущество. Мы не даем пустых гарантий. Каждое наше предложение подкреплено опытом. Записывайтесь на консультацию, она бесплатная. Если информация была для вас полезной, ставьте лайк и оставляйте комментарий. Наша команда готова помочь каждому в этой непростой финансовой ситуации. Используем только законные методы работы и ничего больше. До новых встреч!